Всем привет, меня зовут Оскар, и с вами канал IT Verdict. И сегодня у нас вторая часть выпуска, посвященная тестам моего нового компьютера, который я собирал для работы и для игр. Напомню, что это сборка на сокете 2066 на базе материнской платы Asus Prime X299A. Процессор установлен i7-7800X, 16 ГБ оперативной памяти Kingston HyperX Fury, а также видеокарта RX 480 от Asus. А ссылка на первую часть видео будет в описании. Еще на момент записи первой части выпуска мне было понятно, что видеокарта здесь будет выступать слабым звеном. Однако ради интереса, наверное, я все же решил сделать несколько игровых тестов и посмотреть, как RX 480 поведет себя в этой сборке. Да, и сразу уточню, это не тест процессора и не тест видеокарты, это лишь проверка того, как проявит себя подобная конфигурация в реальной жизни. Начнем. Первой игрой у нас будет Overwatch, и, как известно, эта игра не особо требовательна к ресурсам, и поэтому даже на эпических настройках графики счетчик кадров показывает в среднем 90-110 кадров в секунду. При этом видеокарта, естественно, трудится на полную, а процессор нагружен всего на 20%. Battlefield. Все так же ультра настройки графики, и тут я даже немного удивился. Все те же 90-100 кадров в секунду с редкими просадками до 80 кадров. Разумеется, видеокарта загружена на полную, а процессор трудится на 40% в среднем. Но мы с вами и так знали, что Battlefield любит процессоры помощнее и не сильно нуждается в топовой видеокарте. Однако я все же не ожидал, что RX 480 хватит для ультра пресета и с таким вот фреймрейтом. Rainbow Six Siege. В радуге нас ждет также очень неплохая картина при использовании даже ультра пресета графики, однако только с TAA сглаживанием. Фреймрейт будет держаться за 100 кадров в секунду, подскакивая иногда даже до 150-160. Процессор при этом также нагружается неравномерно от 30 до 50%, а видеокарта, естественно, работает на полную. Однако стоит нам только поменять режим сглаживания на MSIA 8X и превысить допустимый объем видеопамяти, то начинается полный кошмар. FPS падает аж до 25 кадров, и видеокарта уже совсем не справляется. Возможно, в том случае, если бы у нашей карты был больше объем видеопамяти, то показатели были бы не такими плохими. Ну и, конечно же, дико популярный и любимый всеми PlayerUnknown's Battlegrounds. Тут я, будучи реалистом, сразу начну с низких настроек графики и средней дальностью прорисовки. Все мы знаем, что игра еще не до конца оптимизирована, и потому ждать от нее каких-то сумасшедших показателей не стоит. FPS в среднем держится в районе 60-70 кадров в секунду при нагрузке процессора в 20-25%. Ну, наверное, неплохо. И ради эксперимента давайте попробуем поставить ультра пресет графики. Я думаю, результаты очевидны. FPS упал аж до 30-35 кадров, и это в лучшем случае, с просадками аж до 10 кадров в секунду. При этом процессор, естественно, не напрягается и загружен на 15-20%. Да, примерно таких результатов я в принципе и ожидал, да и думаю, вас эти результаты совершенно не удивили. Естественно, в будущем я планирую замену этой видеокарты, то есть RX 480, на какой-либо более мощный вариант, который будет в сочетании с остальным железом смотреться более сбалансированно. И для примерного сравнения результатов я взял на время референсный GTX 1080 Ti, который в такой сборке, конечно же, смотрится куда солиднее, но на который у меня, к сожалению, нет финансов. Посмотрим, что получилось. Overwatch, эпические настройки графики и стабильный средний FPS выше 200 кадров. Процессор работает уже на 45-50%, а видеокарта нагружена на 75-85%, что достаточно странно. Я ожидал более высокой нагрузки, либо упора в потолок по значению FPS. Ну и поставив пресет Ultra, который идет следующим после эпических настроек, потолок в 300 FPS был без проблем достигнут. При этом процессор грузился примерно на 40%, а видеокарта на 80-95%. Battlefield. Естественно, ультра настройки, и большую часть времени счетчик показывает более 150 кадров, порой вплотную приближаясь к пороговым 200 кадрам. Процессор загружен на 40-50%, а видеокарта практически на полную. Rainbow Six Siege. Ультра настройки, но уже с максимальным сглаживанием и 100-110 кадров в среднем без проблем, с пиками в 160 кадров. Процессор загружен на 40-50% и видеокарта, естественно, на полную. При этом, как мы видим, использовалось немногим больше 4 ГБ видеопамяти при сглаживании TXAA. PlayerUnknown's Battlegrounds. Ну и наконец ультра настройки дались нам.
70-100 кадров в секунду без каких-либо просадок, при этом процессор работает на 20-30%, а видеокарта, естественно, нагружена на полную. И, наконец, это редкая возможность без лагов лицезреть прорисовку всей карты, а не наслаждаться постепенно прогружающимися зданиями по мере приближения. Что ж, как мы видим, ресурсов процессора вполне себе хватает для множества параллельных задач при Full HD гейминге, а видеокарты, естественно, с запасом хватает на все современные игры на максимальных настройках. Поэтому, естественно, как появится возможность, я постараюсь заменить эту видеокарту на более мощный вариант. Ну а пока придется отдать 1080 Ti и наслаждаться низкими настройками в PlayerUnknown's Battlegrounds. Что ж, на этом все. Надеюсь, этот выпуск был для вас интересным, возможно, полезным. Если это так, подписывайтесь на канал, оценивайте видео, как считаете нужным. Пишите в комментариях конфиг, на котором играете вы, и увидимся в следующих выпусках. С вами был канал IT Verdict. Пока. Дорогие друзья, если вы покупаете электронику в китайских магазинах, то очень рекомендую посетить созданный нашим каналом агрегатор товаров. Он располагается на странице ВКонтакте, где вы найдете только лучшие товары от крупнейших китайских торговых сетей. При этом мы избавим вас от многократных повторов одного и того же товара и от недобросовестных продавцов. Из функций вы сможете подписаться на интересующую вас рубрику, оставить заявку на поиск интересного вам товара, а также вы сами сможете найти интересующий вас девайс через поиск по рубрике или в каталоге товаров. Мы будем рады вашей поддержке.